Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Шел 2038 год нашей эры. Мы только-только отстроили здание ООН и двинулись дальше. Монголия потребовала от меня СМИ, и я отказала. В последнее время я стала тираном Динамы, и теперь все мои технологии остаются при мне. Как только я построила здание ООН, моя жизнь превратилась в ад. Нужно было голосовать за место генерального секретаря, и я, конечно же, голосовала только за себя. В это время мы отстраивали мою великую империю после военных действий, которые помогли мне захватить еще 2 города. Меня стали смещать с моего пьедестала, и теперь я всего лишь величина. Да, это еще не уровень чмо, однако очень даже близко. У меня родилась Жанна Дарк. Вовремя, всего лишь на несколько сотен лет позже, но спасибо и на этом. Учитывая, что мы будем воевать снова и снова, то Жанка нам в этом поможет. В Сиане уже строилась 3-я библиотека, и походу не последняя. Видимо, там рождаются не просто люди высочайшего интеллекта, а также создают свой собственный интеллект. Меня выбрали генеральным секретарем, и приходилось теперь принимать решения не только за свою империю, а также вводить новые форматы правления всех государств. С одной стороны, да, я стала еще ближе на пути к своему вселенскому господству, а с другой стороны, многие были недовольны тем, что я стою наверху. Мы проделали огромный путь с деревушки до моего великого правления, однако теперь мне нужно было усидеть не на одном стуле, а на 10, и это было крайне сложно, так как мой зад был уже всех стульев. Первое, что я приняла из реформ, это единую валюту. Пока мы не понимали, будет ли это правильным решением или нет, однако мы должны были попробовать. После нескольких месяцев отличной работы в здании ООН настало время выбирать мирового лидера. Мы не могли спать, есть, нормально работать, ведь каждый метил на это место. Я, конечно же, первее всех. И теперь мне нужно было заручиться поддержкой моих соседей, которые уже не планировали любезничать со мной. В прошлом за мной было 2 победы на войне. И да, с одной стороны я победила, а с другой стороны я развязала войну, и это не понравилось остальным. Я не рассчитывала на то, что мне придется побеждать дипломатическим путем. На самом деле я просто забыла в настройках поставить мировой захват с помощью войны. Теперь мне нужно было как-то победить в дипломатии, а так как я на это не рассчитывала, то что делать я не знаю. Я ведь захватчик и тиран, а тут таким, как я, не место. Однако я все еще была генеральным секретарем и ждала своего приговора. Мы изучили экологию. Теперь вокруг будут благоухать луга, газон, и все защитники природы будут орать как не в себя про загазованные местности, а потом сядут в свою же машину и будут продолжать ее засорять. Рузвельт пригласил меня к себе и предложил мне шлягер в обмен на блокбастер. Это был странный обмен. Я спросила, все ли у него хорошо с головой, он ответил, что да, и я улетела к себе. Я прилетаю домой и узнаю, что Рузвельт одержал дипломатическую победу. И теперь его обмен шлягера на блокбастер казался мне какой-то странной шуткой. Или... А что это было? Почему шлягер? Что ты хотел этим сказать? Я достала из погреба самое лучшее вино, взяла пачку сигарет и сидела пить в одиночестве на ступеньках около входа в мои рабочие покои. Я проиграла. Да, дорогие мои, я великая и ужасная, завоевавшая целых 4 города у соседа, налаживала дипломатию, делилась ресурсами, не заметила своего главного врага, который обменял шлягер на блокбастер и сделал меня. Была безлунная ночь и ничего не предвещало беды. Я пила, курила, напивалась и понимала, что все зря. Да, я отстроила великую империю, мой народ был счастлив, мы процветали, но величайшего господства я не получила. Моих знаний и квалификаций не хватило, чтобы рассчитать все пути. Я всего лишь маленький человек в этом огромном и жестоком мире, который барахтался в маленькой лужице бытия и хотел покорить пространство и время. Однако стоит признать, Рузвельт идеально подходит на место мирового правителя. Да, я не умру и по сути ничего не изменится. Я могу также продолжать захватывать города и страны, делать новые постройки, однако это все формальность. Я не смогу сместить Рузвельта и встать на его место. Теперь он пожизненно будет властителем всех и вся. Пока я рыдала на лестнице, мне позвонила Елизавета и, глубоко соболезновав, предложила оборонительный союз. Я согласилась. Я была согласна уже на все, даже на кокаину, потому что мне было абсолютно все равно, что случится с миром, моим
моим владением и прочим. Мы успели изучить пластмассу. Она позволила бы нам в дальнейшем изучить композиты и оптоволокно. Стало так спокойно на душе, ведь я проделала такой огромный путь, чтобы прийти наверх. А в итоге все мои мечты рухнули. Я зашла в свой офис, собрала документы, зашла домой, собрала сумку и спокойно ночью ушла. Я ушла искать свое предназначение. Среди скал, горных козлов, монахов и бескрайней земли, которая расстилалась на несколько тысяч километров. Возможно, пришло время сменить ракурс внимания и заглянуть внутрь себя, в свой микрокосмос, найти там истину и познать суть своего существования. Отринься от благ земных и приди ко мне, дочь моя, ибо не ведаешь ты, что творишь.